Каждый день мы получаем огромное количество новостей от обеих сторон, США и России. Одно можно сказать точно, как раньше уже никогда не будет. И сегодня я, Рублев, хочу поговорить о насущных проблемах, о наболевших вопросах и о том, как текущая ситуация в мире повлияет в целом на YouTube и его будущее, особенно в России. А что если YouTube в России уже никогда не будет прежним? С одной стороны, YouTube в России замедлили до такой степени, что пользоваться им без средств обхода блокировок невозможно. Но если YouTube настолько замедлили, куда ушла аудитория? Неужели ВК и Рутуб победили? С другой стороны, по заявлениям отечественных чиновников, импортозамещение провалилось. Однако так ловко и не скажешь, судя по отчетам, которые идут в высокие кабинеты по ВК-видео и Рутубу. В отчетах говорится, что охваты огромны и велики. Велики и огромны. И YouTube проиграл. Однако, как мы видим по заявлениям экспертов и остальных лиц и специалистов, рекламодатели не спешат особо бежать на отечественные площадки по типу ВК-видео или Рутуб, или Дзен, чтобы прорекламировать свой продукт, или продвинуть тот или иной товар, работу, услугу. В последнее время все больше разговоров идет о том, что скоро все будет как прежде. Но, как я и сказал в начале ролика, как прежде уже не будет никогда. Но можно, если вы оптимист, добиться схожей ситуации с тем, что было ранее. Например, YouTube и вправду может быть размедлен в России, если будут выполнены ряд условий, как заявил депутат Горелкин. Это выплата штрафов в 2 до 20 миллионов рублей, разблокировка отечественных СМИ, удаление противоправного контента и соблюдение российских законов. Казалось бы, выход есть. Но тут возникает еще одно огромное но – гигантский штраф для Google. Штраф, число которое даже представить в голове людям с физмат-образованием сложно, не то что гуманитариям, требует выплатить в пользу РФ со стороны Гугла. Понятно, что этот штраф для тех, кто в танке, больше, чем все деньги мира, и его невозможно заплатить. Плюс было какое-то постановление высокого суда в Лондоне, что этот штраф отменили, но сейчас не об этом. Кстати, ближе к концу ролика я расскажу, почему Артемий Лебедев и другие заблокированные авторы могут все-таки вернуться на YouTube, даже если звучит безумно. А пока поговорим о том, реально ли вообще снять блокировку и какие условия нужно выполнить. Я скорее верю, что стороны придут к общему знаменателю и не станут конфликтовать по пустякам. А именно, есть вероятность, что каналы российских СМИ восстановят, штраф не будет выплачен и на этом сойдутся. Так как в праве есть такое понятие в юриспруденции, как медиация, когда нейтральный посредник помогает сторонам найти общее решение вопроса и помогает с решением проблемы. И не обязательно, чтобы все условия были выполнены. Допустим, можно не платить штраф, но восстановить каналы российских СМИ и типа на этом как бы сойтись. Да, на российском политическом ютубе есть немало личностей, которые накидывают на вентилятор, подливают масло в огонь, раскачивают лодку, выражайтесь как хотите, и их не банят, и они собирают миллионы просмотров. Даже несмотря на то, что у них людоедская позиция и меры, которые они предлагают, очень радикальны, и их, повторюсь, не банят. Хотя это очень странно, но тема этого ролика не об этом. Все же я отошел от темы. Вернемся к условиям разблокировки YouTube. Каждым днем приходят новые новости, среди которых также и те, что иностранные компании регистрируют в России новые наименования и торговые марки. По факту пока рано о чем-либо говорить. Я хочу сказать одно, выразить свое личное мнение, так сказать. Тот факт, что движения в сторону заключения мирного соглашения начались, это большая победа. Я искренне верю в то, что скоро все закончится. И, возможно, будет идти речь о снятии санкций и прочих вещах. А пока будем смотреть и двигаться вперед. А может и Google вернется, и СМС снова будут приходить в Россию, и AdSense вернется. И во все это, конечно, очень хочется верить, что так оно и будет. Я также хочу добавить, что переговоры дело очень длительное и непростое. Возможно, они затянутся на месяца и даже полгода. Так одним днем всего не решишь. Это большое заблуждение среди тех, кто говорит, что все можно решить за неделю, месяц и меньшие сроки. Возвращаясь к вопросу восстановления СМИ и тех, кто был заблокирован, мне с трудом верится, что их каналы восстановят. Чтобы это произошло, должна быть совместная работа с обеих сторон. Но вряд ли кто-то с нашей стороны, а уж тем более со стороны США, будет впрягаться за удаленные каналы Стаса или Артемия Лебедева, кем бы хорошим дизайнером и человеком он не был. Но, однако, есть и пара аргументов в пользу того, что его канал восстановят. Какие? Во-первых, я уже неоднократно убедился, что в этой жизни все возможно. И может эти каналы будут восстановлены, и все вернется во свояси. Во-вторых, Артемий Лебедев и Стас обладают хорошими связями, в том числе и в структурах высокого уровня. И они вполне могут посетовать на свое состояние и положение, и кто-то из высоких людей прижется за них. И их каналы восстановят, или сделают одним из условий восстановления работы YouTube в России, так как эти каналы были с аудиторией более чем 1 миллион человек оба. Я сейчас уже точно не помню, сколько там было человек, но более 1 миллиона точно на обоих каналах. И тут еще интереснее, вернутся ли Visa, MasterCard, или это лишь фантазия. Теперь про зарубежный бренд. Если переговоры пройдут успешно, то, конечно, они вернутся. И многие будут рады их возвращению. После первого раунда в Эр-Рияде говорили уже о больших надеждах, связанных с Visa и MasterCard. И я, конечно, хочу в это верить, однако тут и наши чиновники заявили, что мы тщательно будем рассматривать всех, кто вернулся, так как уже на достаточный уровень развелись
нашей компании. Однако это, конечно, произошло не во всех сферах, но это произошло и это радует. А теперь вопрос, который беспокоит всех. Готовы ли вы ждать полгода или даже год, чтобы YouTube заработал в России нормально? Или уже пора смириться и забыть? Напишите в комментариях, что думаете лично вы. У меня на этом все. Всем пока-пока-пока.